Здравствуйте, друзья! Сегодня будет обзор на часы, которые называются Amazfit Bip. Это китайский производитель, дочерняя фирма Xiaomi. Часы и по сей день, это вот начало 2021 года, являются, на мой взгляд, самыми лучшими смарт-часами. Лучше пока часов я не видел. И, к сожалению, китайцы эти часы изобрели года 4 назад, но тем не менее все их новые разработки хуже, чем вот эти вот часики. Повторить успех они не могут или не хотят, я уж не знаю почему. Вот. Но на мой взгляд, опять же, лучше этих часов пока ничего нету. Данные часы являются часами, которые можно подключить к смартфону. На них можно выбрать любой циферблат. Они показывают пульс, показывают количество пройденных шагов. Ну, соответственно, можно благодаря пройденным шагам считать, сколько вы прошли километров, введя ваши данные, рост и вес. Также могут показывать погоду через связь со смартфоном. Вот, показывают заряд батареи. Самое главное преимущество этих часов, конечно же, то, что они держат батарейку около месяца. В интенсивном режиме 3 недели они работают. Никакие смарт-часы больше сравниться по таким показателям не могут. И при этом они постоянно показывают уведомления, кто звонит, смс-ки, WhatsApp, Viber, все сообщения. И плюс к этому у них всегда видно время на руке, как на обычных часах. Опять же, куча циферблатов, их тысячи буквально. Можете выбрать на любой вкус. Отличная подсветочка. Вот, перелистывается погоду посмотреть. Статус — это вот сколько калорий сожгли, какой у вас пульс. Ну, сейчас часы сняты, поэтому не показывается, да? Вот, дальше. Таймер есть, будильники есть. Тут есть только вибрация. Звука нет, но вибрация очень хорошая, очень достойная. Есть также компас. В часы встроен GPS. Компас очень точный. Поможет выйти вам из леса, если надо будет. Также есть тренировки режим. Тренировками я не пользуюсь, я тренируюсь без всяких смарт-часов. Для меня это... Я не профессиональный спортсмен, вещь ненужная. Мне они, в принципе, нужны как именно видеть, что кто-то звонит, особенно если там дома находишься, телефон на зарядке где-то лежит. Очень удобно, когда на руке часы завибрировали, высветится номер телефона, имя звонящего, ну и так далее. Активность, тренировки, погода, настройки. В настройках часов можно их также выключить, если вы их не носите. Вот так вот нажимаете «Выключить часы». Нажимаете «Ок». Все, часы выключены. Включить их, 2 секунды держите эту кнопочку и отпускаете. Вот они включились. Это если вы, вот как я, например, ношу другие часы, надоели мне эти часы, да? Выключил их, положил на полку, и все, они не садятся, ничего им не делается. Часы, когда со смартфоном не соединены, ходят все равно точно. Точность у них обычных кварцевых часов. То есть не будет такого, что там за месяц они, если к телефону не подключены, убегут или отстанут сильно. Ну, там на какие-то секунды может быть, но это незаметно. Так что этими часами можно также пользоваться, как и обычными. Если вы Bluetooth на смартфоне выключите или приложение не будете ставить, да, только вот время один раз выставите, это все равно надо будет через приложение делать. И все, отключили Bluetooth, тогда этих часов вам хватит даже не на 1 месяц, а на несколько месяцев. Они будут считать пульс, будут показывать вам, сколько вы шагов прошли, но, естественно, они не будут показывать погоду и не будут показывать никаких уведомлений. Вот, дисплей очень прикольный. Вот это вот мой любимый дисплей. У него вот этими вот точками двумя показывается, что сейчас со смартфоном есть связь. Если точки эти погаснут, то значит связи со смартфоном нету. Часы потеряли смартфон, он находится от них далеко, либо он сел, что тоже весьма удобно. Конечно, жалко, что китайцы не делают такие же часы, не продолжают эту линейку. Вот мне все у них нравится, размер нравится. Единственное, если бы они дисплей сделали побольше, вот без этих рамок, да, вот сейчас вот хорошо видно, вообще бы им цены не было. Но китайцы делают сейчас дисплеи, как в Apple Watch, всякие такие, которые сажают батарейку охрененно, этих часов у них уже хватает там дня на 2, на 3, а мне вот такой геморрой не надо. Мне хватает, что я
Телефон постоянно заряжаю, с зарядкой хожу, на работу ношу ее, дома ношу. На кой черт мне еще часы, да, от розетки, чтобы они зависели? Это, я считаю, это бред, это для молодежи только повыпендриваться. Часы должны быть вот. Раз зарядил, и на месяц их хватает. Это, блин, действительно обалденная разработка. Вот. К этим часам очень много разных дисплеев, очень-очень много разных ремешков продается на сайте AliExpress. Вот этот вот ремешок, например, стоит 300 рублей, но, правда, доставка его тоже стоила 300 рублей. Поэтому обошелся он мне где-то 600 рублей. Но если бы возможно брать с кем-то на двоих такой ремешок, да, или разные ремешки там на том же сайте, то, возможно, доставка бы была 300 рублей и ремешки по 300. Но это не точно, это я вам не могу обещать. Вот, это вот накладки различные, также на любой вкус продаются. Накладки очень просто одеваются, снимаются элементарно. То есть вот так вот снял их. Все. Вот накладочка снялась, это накладочка просто как бампер идет для красоты, чтобы часы были похожи на металлические. Есть вот золотая накладочка, это часы моей жены. А у них еще и сверху такая пленочка идет. Это как полностью защитный чехольчик. Ну, супруга, чтобы не боялась их поцарапать, разбить. Она все-таки девушка, к часам более бережно относится. И вот такая вот накладочка куплена. Заряжаются данные часы вот с помощью вот такой вот зарядки. В принципе, сама вилка может выниматься. Здесь обычный USB разъем. Я, в принципе, она плотно никогда не вынимал, но по идее эту вилку можно даже через компьютер подключить. Но вот вторая часть, она специфическая. Вот почему я еще раз не хочу зарядки там и часов с собой носить. Потому что у каждых часов своя зарядка. Редко которые часы через USB заряжаются. Эти вот заряжаются таким вот образом. То есть надо обязательно снять накладку с часов. Накладки они не влазят. И вот сюда вот совмещаем головку, да, вот с этой выемкой. И просто вставляем часы. И втыкаем в розетку. Они будут заряжаться. Заряжаются они полностью примерно часа за 3. Ну, где-то процентов до 80 они за час заряжаются. Потом еще часа 2 до 100% догоняются. Вот так вот это все выглядит. Зарядили. Взяли вот эту вот силиконовую накладку. Она у меня уже очень старая. Кстати, надо вот будет новую заказать. Стоит они копейки. Это так, расходный материал, грубо говоря. И вот так вот одели. Все. Вот она, да, наделась. И все, и часы как будто, да, такие металлические получаются. Прикольно. Ну, мне нравится, во всяком случае. Вот. На руке часы смотрятся вот так. Вполне достойно. Сами циферблаты для этих часов я рекомендую скачивать в приложение «Мой циферблат», на маркете ставите. Ребят, тут их тысячи просто, на любой вкус найдете. Любые циферблаты. Вот, запомните, «Мой циферблат» программка называется. Вот сейчас вот с интернета они загрузятся. Даже долго грузятся, потому что их много. Сейчас еще поди рекламу какую-нибудь мне высветит. Вот. И вот циферблаты, видите? То есть выбираете любые, какие хотите. Вот. Много-много, там всякие индикации. Хотите, как со стрелками будет. Хотите с цифрами. Тут есть сортировка различная. Вот, возможность этих циферблатов. Видите, все циферблаты там, да? Случайные циферблаты. То есть избранное, что мне нравится, что я себе откладывал, да, там. Вот. Ну, допустим, мои избранные циферблаты, да. То есть, которые мне понравились, наиболее информативно, на мой взгляд. Вот, то есть, вот такие вот часы. Ну, здесь там день недели, число, время, календарик. Вот мне нравится, что вот так вот прям можно, грубо говоря, как на пальцах сосчитать, когда ты там работаешь в среду, в четверг, там, в пятницу. Вот. Установить просто нажимаете на циферблат и все. Это телефончик тупит. Вот. Здесь дальше нажимаете «Открыть MiFID». Откроется приложение MiFID. Естественно, должно быть
установлено приложение MiFID для связи с этими часами. Вот, вы ходите в профиль «Мои устройства» и настройка циферблата. И вот здесь вот в настройке циферблата MiFID, где локальные, появляются те циферблаты, которые вы выбрали. Вот, раз, два, три, локальный циферблат. Нажмете на него, на этот циферблат, например. Нажмете сюда «Синхронизировать циферблат», и этот циферблат появится на ваших часах. В принципе, все очень просто. Теперь, как меняются браслеты на этих часах. Здесь очень удобные ушки. Вот с такими вот штучками. То есть, чтобы поменять браслет, вам даже не нужен никакой инструмент специальный. Ну вот, допустим, так называемый браслет. Миланская петля возьмем, да? То есть, вот одна часть этого браслета. Сюда вот вставляем ушко. Вот, меняется браслет весьма просто. Вот сюда вот совмещаете ушко, да? Сюда вот эту вот штуку нажимаете. И смотрите, чтобы оно защелкнулось в проушине. Вот, одну часть браслета вы одели, грубо говоря. Так. Теперь вторую петлю одеваем. Тут специальный вырез есть для ушей. Вот, вообще очень удобно сделано, просто супер. Вот, также берете, сразу ноготь подготовили. Сюда вот. Вот вторая часть браслета встала. Вот и все. Ну и дальше, соответственно, продеваете магнит. Ну, это браслет с магнитом, который популярный, да? Вот, и все. Можно его надевать на руку и пользоваться часами. Также вот держим 2 секунды. Сейчас эти часы включатся. Вот это какое-то время занимает. Вот, кстати, у нас с ней абсолютно одинаковые циферблаты, потому что супруге тоже очень понравился циферблат такой. И можете сравнить. То есть вот мой к смартфону подключен. Здесь есть время, да, 12:07 точки показывают, что Bluetooth подключено. И также погода горит. На этом циферблате, соответственно, погоды нету и точек нет. Но тем не менее время можно смотреть, а также сколько она шагов пройдет и какой у нее будет пульс. Вот. Очень неплохо. Сейчас я его выключу, чтобы просто так батарейка не сажалась. Так, сейчас выйдем в настройки. По привычке нажал кнопку на длительное удержание. У меня просто настроено выключение на кнопку, а у нее тренировка на кнопку настроена. Вот выключить и окей. И все, и часы не будут садиться, не будут, ну, как бы просто будут лежать и все. Так что вот такие вот забавные часики. Уведомления у них, конечно, мелковато. Вот недостаток у них, ребят, что дисплей маленький, и уведомления все-таки, я считаю, мелко показываются. То есть вот смотрите, кто мне звонил, да? Ну вот нет новых уведомлений, но вот все равно как бы это все достаточно мелко. Сейчас я продемонстрирую, просто сам себе позвоню на телефон, как это будет на часах уведомления выглядеть. Вот, видно, то есть звонит мой домашний номер, да? Можно нажать на часах отбой, можно нажать как бы просто, если зелененькая кнопочка нажимаете, то как будто
вы выключили звук, то есть как будто вы трубку не поднимаете. Если красненькую нажмете кнопочку, то у человека сбросится звонок, и вы дадите ему понять, что вы заняты. И потом перезвоните ему. Так что вот такие вот часы. Кстати, вот про эти накладки и браслеты у меня есть отдельный ролик. Я на него ссылочку в конце этого видео оставлю. Можно часы как хотите модернизировать. Менять цвет, да, менять браслеты, менять дисплеи. В общем, обалденная вещь. И самое главное, что давайте посмотрим вот просто время последней зарядки этих часов у меня. Вот информация о заряде этих часов. Видите? Последняя зарядка была 13 дней назад, 91%. Но это у них был отключен Bluetooth, я их просто носил как часы. С уведомлениями их хватает на 3 недели вот такого интенсивного нормального использования. Я считаю, очень неплохо. Раз в 3 недели, ладно, можно часы зарядить. Чаще я бы не стал. На этом всем пока. Может быть, у кого-то еще таких часов нет, то он задумывается, приобретать или нет, а также подобные им. Я вот рекомендую все-таки Amazfit Bip. Пока что лучшие модельки не придумали. В этих часах есть все необходимое, что вам нужно. Ну, я так думаю. Конечно, по ним нельзя говорить, но я не вижу себя говорящего по часам. Да? Тогда надо часы с сим-картой, опять же зарядка, опять же каждый день их заряжать. Это просто часы, как, грубо говоря, отдельный гаджет, показывает пульс, показывает шаги, но при этом еще и транслирует информацию с экрана вашего смартфона, когда вам кто-то звонит или когда какую-то смс-ку присылает. Вот, вполне достойно. На этом обзор заканчиваю. Всем пока. Пишите ваше мнение о данных часах. И если какие-то часы все-таки более достойные, чем эти, с таким же долгим сроком службы от одного заряда. Вот. Часам, кстати, этим уже года 3. И, как видите, стекло. У меня оно не защищено никакой пленкой. Ничего не делается. Стекло очень достойное. Хоть и сенсорный экран. То есть, действительно, китайцы сделали эти часы на славу. Мне очень нравится. Все, всем пока. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца.